Всем привет! Наверняка вам уже приходилось встречать игроков с запредельно высоким уровнем, и сразу же возникал вопрос, как они это сделали? И этот вопрос нам задают настолько часто, что мы решили объединить знания и записать подробный гайд, который вам очень пригодится уже в этом месяце на неделе двойного опыта. Что нужно делать для того, чтобы получить максимальное количество интеллекта, и нужно ли это, где брать компоненты и какие вещи для этого необходимы? На эти и на другие вопросы мы ответим в этом большом видео, а в конце мы разыграем наиболее полезные журналы среди подписчиков нашего телеграм-канала. Итак, с вами Дорнан, и я расскажу вам, как получить максимальное количество опыта. И вот тут даже мне будет интересно. Прежде чем начать, я хотел бы сказать спасибо за помощь в создании этого видео Саше Ошайнику, Диме Психозник, моей команде и всему комьюнити, которое вдохновило меня на создание этого видео. Итак, когда-то давно, когда деревья были большими, я познакомился с одним из самых высокоуровневых игроков в этой игре. Это Шон VMP Мэтьюс. На тот момент его уровень был выше 15 тысяч. И ясное дело, что тут что-то не так, и я начал расспрашивать, как вообще он этого добился. Он в подробностях мне рассказал, и методы были не самые честные, но многие детали работают до сих пор, и о них мы сейчас поговорим. Итак, прежде всего стоит начать с того, что гайд состоит из нескольких частей. И начнем мы с самого важного. Это команда, так как большинство деталей зависит именно от нее. Нужно создать команду на интеллект, и в полном составе вы получите плюс 4 интеллекта. Почему интеллект? Да потому что чем его больше, тем больше опыта вы получите. А затем открыть 4 ланчбокса, которые дадут плюс 100% получаемому опыту и кучу других случайных бонусов на 1 час. Далее перейдем к не менее важной части. Это билд. Для этого я купил отдельную ячейку в этом шопе. И поскольку основа этого метода интеллект, то он должен быть 15, а все остальное вы можете выставить на ваше усмотрение. Пример моего билда вы можете посмотреть, если поставите на паузу. Для максимального и эффективного результата вам понадобятся такие карты, как прирожденный лидер, который дает дополнительный опыт в команде, ночное существо дает плюс 3 интеллекта ночью, садовник, куратор, который усиливает время работы, и пупсов, гениальные гены, толпа странных, черт на препаратах, который удваивает время работы химии, местный уродец, химик, супер-пупер, хорошо идет солью, награда мясника, бобер, пупсолокатор и так далее. Далее необходима полностью прокачанная легендарная карта на интеллект, которая при 4 звездах дает плюс 5, которую возможно полностью прокачать уже на 100 уровне. Следующая часть — это мутации, и тут есть несколько важных моментов. Мутация сумчатый дает штраф к интеллекту, и даже с толпой странных и местным уродцам отнимает 1 интеллект, поэтому вам нужно следить за тем, чтобы каждый час ее обновлять. Если у вас стоит мутация лечебный фактор, то ее тоже нужно обновлять, так как она срезает эффективность препаратов, и да, я не рекомендую ее использовать вообще. Также вам необходимы мутации травоядные, яйцеголовые, стадное чувство, которые дают прирост к интеллекту. И если у вас нет схем, то вы всегда можете их приобрести у нас в чате или купить в магазинах у игроков. Далее перейдем к следующей части, и это необходимые вещи. Самое простое — это экранированный повседневный поддоспешник, который дает плюс 3 интеллекта, и если у вас нет этой схемы, то обращайтесь, мы сделаем их для вас без проблем. Далее вам понадобится сет стойкой брони на интеллект, причем в тело нужно ставить модификацию биосеть, чтобы увеличить время работы химии, которая складывается с картой черт на препаратах, что увеличивает работу ягодных мента до 12,5 минут, и двухзвездной солянки будет предостаточно, то есть
Конечно, не обязательно собирать какой-то замаченный сет, там модный, то есть абсолютно обычной брони хватит за глаза. Этот сет даст вам 20 интеллекта. Выбор рюкзака зависит от возможностей и потребностей. Тут может пригодиться холодильник, бакалейщик или аптекарь. Я выбрал рюкзак аптекаря, чтобы убрать странствующую аптеку из своего билда. Чтобы получить дополнительный опыт, необходимо хорошо выспаться. И тут есть интересный момент. На обычном матрасе вы получаете 5% в течение 1 часа. На высоких кроватях или джакузи вы получите 2 часа. И если вы завершили квест одного из напарников, то с объятиями вы получите баф на 3 часа. Чтобы получить дополнительные 5% к опыту, можно завершить задание «Медитация с инструктором» и «Путь к просветлению». Но мне так и не удалось их поймать на момент записи этого видео, так что учитывайте этот момент и почаще смотрите на карту. Надеюсь, вам повезет больше, чем мне. Если вам не хватает острых ощущений, дополнительных заданий, головоломок и наград, тогда вам будет интересно пройти уникальный квест «Приют последней надежды», который создал для вас лучший русский строитель и крафтер Андрея Чутакова. Ищите его в нашем телеграм-канале, в группе ВКонтакте и на просторах PlayStation Network. Итак, с персонажем разобрались и перейдем к следующей, наверное, самой рутинной части. Это химия, еда, журналы и пупсы. При поисках компонентов, которые вам постоянно будут нужны для того или иного, рекомендую использовать интерактивную карту Fallout 76 map.ru. Ссылку на нее я дам в описании и в документе. И стоит начать с того, что мы не просто так используем билд именно травоядного, так как на данный момент он эффективнее плотоядного из-за некорректной работы журнала «Жизнь в глуши 6». Поэтому, чтобы не затягивать это видео, я решил не упоминать о нем. И лучше отдельно разберу его в одном из следующих видео, так как у плотоядного есть куча своих преимуществ, особенно для тяж персонажа. Давайте начнем с простого и полезного, не только для прокачки опыта. Это ягодный ментат, который при правильном подходе будет давать плюс 5 интеллекта и работать 12,5 минут. Их можно купить у торговцев, игроков, получить на задании из ящиков, но при необходимости можно создать и самому. Для этого понадобятся обычные ментаты, мозгогриб, ягоды хлопушки и ягоды ночного ползуна. Обычные ментаты также можно купить или создать самому. Для этого понадобится мозгогриб, который можно найти в больших количествах в пещерах, тоннелях или на заднем дворе у входа в бункер Анклава. Огненный гриб, который можно без проблем найти в лесном регионе. Цветок дикой моркови, который можно собрать по пути, например, выполняя задание «Путь к просветлению» в дворце извилистого пути. Далее для изготовления ягодных ментат понадобится вышеупомянутый мозгогриб, ягода хлопушка, которую можно собрать по пути, выполняя, к примеру, задание в форте Defiance, и ягода ночного ползуна, которую можно найти, к примеру, в пещере у китайцев западнее Вайспринга и так далее. При создании химии настоятельно рекомендую использовать карту Химик, чтобы удвоить ее количество, и карту Супер-Пупер, чтобы получить дополнительное количество при создании того или иного. Помимо ментат вам понадобится клюквенная закуска, которая дает дополнительные 25% к получаемому опыту, а с журналом 37,5%. Ее можно создать из тыквы, клюквы, сахара, кипяченой воды и дерева. Тыквы можно найти в бункере Райли Клея, посадить у себя в лагере и с помощью удобрений Турбоферт ускорить процесс роста и сбора. И не забываем про карту Садовник. Также понадобится неядовитая клюква, которую можно найти на любом болоте в клюквенном регионе, и сахар, который можно собрать по пути где угодно или сделать самому из хвостолома. Также понадобится кипяченая вода и дерево. Далее вам понадобятся бомбы из мозгов, которые при правильном подходе дают плюс 11 интеллекта. Их создание покажется самым сложным, но это только кажется на первый взгляд. И для того, чтобы сварить бомбы из мозгов, вам понадобится дерево, очищенная вода, вышеупомянутый мозгогриб, яйцо малерота, которое можно найти в больших количествах в Point Pleasant, и именно потрепанные, потертые сахарные бомбы с радиацией. Если дерево, воду, мозгогриб и яйцо малерота найти несложно, то лично для меня стало открытием, что сахарные бомбы с радиацией довольно редкий зверь. И поэтому я записал для вас 25 локаций, где вы можете их собрать, информацию о которых я взял у ютубера Фрости, ссылку на него я дам в описании, которого мне посоветовал Саша Ашаник.
Итак, поиск сахарных бомб стоит начать с локации Сомерсвиль. Почему? Да потому что на входе в город в первом доме лежит куча книг и других предметов, и, как известно, чтобы сбросить КД предметов на сервере, нужно поднять минимум 245 единиц, что обновит спаун вещей на сервере. Так что при сборе сахарных бомб собирайте все по пути по вышеупомянутой причине. После того, как соберете все в доме, нужно пробежать до начала города, и в магазине мороженого на кухне вы найдете первую коробку. Следующая локация — это церковь Флетвуда. Наверху вы можете найти от 1 до 4 бомб. Далее бежим к заправке, и на крыше синей коробки найдете одну или две. Далее в локации мост через ущелье Нью-Ривер Запад. В комнате под мостом в левом углу вы найдете от 1 до 4, и если нет ключа, то старый добрый фототрюк в помощь. В локации плотина Сомерсвиль в лодке в ящике найдете еще 2. Далее в локации хижина на скале на первом этаже на кухне вы найдете одну коробку, плюс сахар и так далее. Далее южная часть Нор. В локации Харперс Ферри одна коробка лежит на проходной и 2 вооруженные на столах. В локации Мостаун бежим к домику в сторону разлома на северо-запад, и в ванной вы можете найти от 1 до 6 бомб, плюс много еще чего, что делает эту локацию, наверное, самой крутой, по мнению Ачатакова. На станции Уэлч бежим мимо дома с почтовым ящиком, в следующий за ним, и там на холодильнике увидите коробку. В Графтоне, если побежите на север, в запертом доме с антенной, за заправкой на полке вы найдете сахарную бомбу. От локации лагерь смотрительницы бежим на восток, и у машины с пчелами можно найти еще одну коробку. У гигантского чайника в здании заправки коробку можно найти на полке, а за прилавком пупс. Следующая локация западнее мицентра АМР, свалка Чарльстона. Эту коробку вы можете найти в фургоне на полке. От вышки White Springs, если бежать на север мимо пещеры с китайцами, где можно собрать ползун, вы увидите лагерь на скале. Там тоже лежат коробки. В локации тоннель Большой излом, восточная часть, по пути с заданием второй пилот. В центре локации, где появляется босс, можно найти коробку на полке в железном ящике. И стоит проверять зеленые ящики со звездами, так как там тоже можно найти сахарные бомбы с радиацией. Также в этой локации можно найти много мозгогребов и много чего еще. В локации живописный вид, если побежать на север, в доме с тарелкой на полу в центре комнаты. И далее, если вы побежите к разрушенному дому, на холодильнике вы тоже можете найти одну коробку. И сюда же можно добежать и от станции RNG, тут кому как удобнее. В пансионе на горном склоне на первом этаже на барной стойке на кухне будет еще одна. На территории курорта White Springs, третий дом слева, на веранде в ящике можно найти одну или две. Далее в центральном депо Апалачи в первом вагоне сзади можно найти от 1 до 4. Если побежать от фермы Мака на юг, то в автобусе на полу вы можете найти еще одну. В Танагре на складе за дверью с кодовым замком в синем ящике может быть еще одна. В Беркли Спрингс в оружейном магазине на полке у окна вы тоже можете найти коробку. В пещере Хоупол на полке над главным входом за коробкой с патронами можно найти еще одну. На мегастоянке красная ракета на крыше в углу. И в неоднократно упомянутом дворце извилистого пути можно найти еще одну на кухне на столе, если зайти в дальнее левое угловое здание. Хочу отметить, что спаун не 100% гарантированный, придется менять сервера, собирать вещи и так далее. Но со временем вы будете проверять эти точки, если окажетесь неподалеку. Сложно это кажется только на первый взгляд. И если по какой-то причине у вас нет бомб из мозгов, то можно использовать альтернативный, более слабый вариант. Это суп из мозгогриба, который дает 8 интеллекта вместо 11. Итак, с химией и едой разобрались, и перейдем, наверное, к самому сложному в нахождении. Это журналы и пупсы. Их вы можете купить у других игроков или найти в местах спауна, коих очень много. И в этом вам помогут карты пупсолокатор и коллекционер журналов.
Какие журналы вам могут понадобиться для травоядного? Самый важный – это «Жить и любить 3». Из-за некорректного перевода не всем известно, что он усиливает работу растений и блюд из них, а в частности клюквенные закуски на 37,5% и бомб из мозгов до 11 интеллекта. А не восстанавливает здоровье на 50%. Также для сбора растений вам может пригодиться «Жизнь в глуши 4», чтобы забрать больше урожая. Для мясоедов это «Жизнь в глуши 1» и 6. Но об этом мы поговорим в другом видео. Если у вас нет «Жить и любить 3», то можно использовать «Жить и любить 8», который дает дополнительных 5% к опыту, если вы находитесь в команде. Далее вам понадобится «Пупс и лидер», который дает дополнительный опыт в команде. И если его нет, то подойдет и «Пупс интеллект», который добавит 2 к вашему интеллекту. Для того, чтобы увеличить работу пупсов и журналов в 2 раза, необходимо использовать карту «Куратор в удаче». Я настоятельно рекомендую не снимать ее вообще. Да-да, ребят, это большой, сложный хай-энд гайд, и даже если у вас что-то не хватает, не расстраивайтесь. Это будет в любом случае лучше, чем ничего, и на неделе двойного опыта все равно будет возможность быстро прокачаться, а с помощью этого гайда еще быстрее. Так что советую начать запасаться компонентами, чтобы быть готовым к наикрутейшей раскачке. Ну, собрали мы вот это вот все. Ну и что дальше? А где фармить так, чтобы максимально эффективно? На мой взгляд, есть несколько рабочих вариантов на данный момент, но в идеале это делать на частном сервере, в дружной команде, а лучше в 2, так как вы сэкономите на ланчбоксах. Итак, где фармить? Первое – это радиоактивная потасовка. Второе – это колосс Эрла, в частности Виндиго, который вокруг него бегает, и за каждого вы будете получать больше 1000 опыта. Третье – это матка зверожогов. Четвертое – это сутенер Шипскович, но только в команде, чтобы быстро его вырезать и не тратить много времени. Пятое – это золотое кольцо Вайтспринг, особенно после бомбы, где куча зеленых, и да, радиацию можно обойти, если вы любитель запрещенки. Шестое – это дерево Танагра и другие ультрацит-жилы, типа стеклянной пещеры, подземных лагерей, но тут нужно поплясать с бумбом, чтобы это все заработало. И, наконец, наверное, самый комфортный и популярный метод на данный момент – это мутанты внутри Вестек, но только после того, как вы прошли квест-линию Братства Стали, и после этого при перезаходе внутрь там будут каждый раз стабильно появляться 28 ваших личных мутантов и 13 собак, и все 100-го уровня. Так вы сможете получать более 2000 опыта за каждого мутанта и более 1200 за собаку. И если вы все-таки поймаете путь просветления или медитацию, то будет 2400 за мутанта. Итак, думаю, на этом можно заканчивать. Ведь давайте зарезюмируем, что в итоге необходимо. Первое. Команда на интеллект из 4 человек плюс 4 ланчбокса. Второе. Правильный билд с базовым интеллектом 15. Карты «Ночное существо», «Прирожденный лидер», «Куратор», «Черт на препаратах», «Толпа странных» и «Местный уродец». Третье. Это полностью раскачанная карта на интеллект. Четвертое – это повседневный экранированный поддоспешник. Пятое – это стойкий сет на интеллект с биосетью. Шестое – мутация, обновляемый сумчатый каждый час. Травоядный, стадное чувство, яйцеголовый. И ни в коем случае не жрать лечебные факторы мутации ближнего боя. Седьмое – это клюквенная закуска, ягодные ментаты, бомбы из мозгов или суп из мозгогриба. Восьмое. Карта хорошо идет с солью или холодильник, чтобы не протухла еда. Девятое. Журналы «Жить и любить 3» для максимального эффекта. И если его нет, то можно использовать «Жить и любить 8». Десятое – это пупсы, лидер, и если его нет, то пупс интеллект. 11 – это поспать, желательно с напарницей, и дождаться ночи, чтобы сработало ночное существо. 12 – и если повезет, то завершить путь к просветлению или медитацию с инструктором. Итак, с билдом на интеллект вроде бы разобрались, и если у вас остались какие-то вопросы, пожелания, то пишите в комментариях или в нашем телеграм-канале. А сейчас по традиции перейдем к розыгрышу среди наших подписчиков. На этой неделе ребята выиграли кучу журналов «Жить и любить 3», с чем я их поздравляю. И в следующую субботу мы выкатим для вас гайд по созданию самого дамажного карабин-билда. Так что подписывайтесь на канал, палец вверх, задавайте вопросы и добавляйтесь в телеграм. С вами был Дорнан. Увидимся на рынке Fallout 76.